Всем добра! Сегодня обзор мега редкой машинки. Называется она San Giorgio. Такой вот аппарат, Made in Italy, гордо красуется. Первый раз я такую вижу, честное слово. Машинка на 7 килограмм. Сейчас посмотрим модельку. А моделька у нас F714 CD. Действительно сделана в Италии. Так вот она выглядит. Ну, внешне так, если не приглядываться к названию, да, ну машинка как машинка. Но здесь есть на что посмотреть. Ну, начинаем, конечно, с внешнего вида. Селектор программ. Такой, знаете, не скажу, что прям четкий, ну, средний. Программы не очень четко выбираются. Программ довольно много. И синтетика, хлопок, главное, быстрая. Слив отжим отдельно, полоскание. Ну, все основные есть, даже пуховики. Также можно регулировать отжим, температуру. Тут опции всякие есть. В общем, можно поиграться с кнопочками. Старт, пауза, блокировка кнопок. Такая вот ручка интересная. Софт. Это значит мягкий. Не знаю, деликатный. Что это значит? Ручка деликатная. Да не очень. Но она довольно редкая, кстати. Я бы сказал, она капец какая редкая. И даже страшно представить, не дай бог с ней что случится, где ее брать. Петля металлическая. Крючок, кстати, тоже металлический. Окей. УБЛ обычный. Манжетка похожа на Занусси, АЕГ. Вот что-то вот из этого люкс. Что-то из этого концерна. Так, внутри у нас такой пупырчатый барабан. Чем-то похож на LG, но там по-другому немножко. Металл. Пороги такие нормальные. Машинка, конечно, вот по ощущениям, знаете, по сравнению с другими, ну, на 6, конечно, 7 тут с натяжкой, 6 килограмм, бак обычный, вот как на LG, самый ходовой. Вот, металл, да, нормально, средненький. Вот, здесь вообще какая-то четверка красуется, может, все-таки 4 килограмма, но нет, поверим. Так, А+++ Energy, это значит, она будет воду экономить, все экономит. И, короче, не ждите от нее каких-то там больших количеств воды. Лоток вот такой вот интересный, с сеточкой даже. Вот здесь такая крышечка. Но чтобы ее открыть, конечно, надо чем-то подковырнуть. Просто так пальцем тяжеловато. Вот отверточкой. Здесь у нас пробка. Фильтр пробка. А что значит open? Что-то вверх. А, в смысле открыть туда крутить? О, ну спасибо. Это уж прям совсем для олигофренов. И закрывается, так сказать, туго. Вид сзади. Здесь такая крышка съемная, как на индезит, на Аристон. Ну, в принципе, больше особо нет ничего. Так, давайте ее включим на быструю. Температурку сделаем погорячее. О, 1400, кстати, оборотов на ней. Ну, прям в космос можно улетать. Так, 700 поставим. Поехали. Вообще никаких звуков, кстати, не издает. Прям молчит, как партизан. Вот идет залив воды. Сейчас посмотрим. Количество меня интересует. Как истинная итальяшка, она сначала набирает воду, не вращает барабан, а потом вот набрала, все, начинает вращать. Ну, нормально. Воды, кстати, набирает нормально, как АЕГшки. Пойдет. Так, вот такая вот плата. Внутри, ну, лаком не залито, все открыто.
конечно, с точки зрения эксплуатации не очень практично. Такая вот панель. Ну и самое, конечно, то, что здесь вышло собственно из строя, отломилась вот эта вот лапка, которая под кнопкой вот пуск, пауза, она как раз нажимает на нее, на эту лапку, а эта лапка уже давит на вот этот микровыключатель. И вот обратите внимание, как раз где идет утончение, где само усилие. Естественно, она не выдержала, потому что часто эту кнопку нажимают. Вот. Ну, хлипкая конструкция, похожа на бикошки. Вот здесь вот эта лапка, вот здесь вот она держалась, чем-то вот напомнила мне бико. Сейчас будем клеить, причем склеим сначала вот здесь, а потом приклеим еще ее к самой кнопке, чтобы дополнительно держалась. Не знаю, насколько это хватит, ну, будут хозяева аккуратно нажимать лепестком ромашки. Ну, давайте вот заглянем, что же у нее внутри. Здесь бак неразборный. Вот он, шов идет. Бак спаянный. Клапаны стандартные. Прессостат такой. На индезит Аристон чем-то похож. Даже, судя по всему, он механический, не электронный. Так, смазочка на проушинах. Мелочь, а приятно. Шумки никакой нету. Там у нас, ну, ремень, обычный мотор, тут коллекторный, никаких тут таких изысков там нету. Вот. Что там у нас? Патрубок, в принципе. УБЛ тоже обычный замок. Чем-то на самсунговский похож, но немного другой. Так. Металл, давайте посмотрим. Ну, нормальный. Не консервная банка. А здесь спереди. О, а спереди нормальный, смотрите. Не гуляет. Спереди ок. Вот обратите внимание, мелочь, как одеты хомуты, да, практически. Это с завода так одели, да, он не на шланге, вот это колечко, а просто в воздухе болтается. И вон второе тоже, видите, как одето. Это заливные шланги. Здесь давление, в принципе, приличное. Вот вам и Made in Italy. Шкив такой любопытный. Здесь краешек вот есть редко на шкивах. Он не полностью такой ровный. Здесь вот краешек такой, бортик. На шланге аквастоп есть. В принципе, нормально. Вот он, обычный коллекторный мотор, щеточный. Вон там провода Тена виднеются. Здесь вот видите такой пластиковый брызговик, как я его называю, да? Пыльник, как на Самсунгах. Машинка, кстати, тяжелая. Что там еще? Амортизаторы неплохие, кстати. Ну вот, собственно, все, что тут есть. Ну вот такой вот аппарат, чем-то напоминает АИГшку итальянскую, но все-таки другая машинка. Первый раз я с такой сталкиваюсь, мега редкая вообще. Вот. Ну, выводы, конечно, делать только вам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, если не лень. Вот как-то так.